Всем привет! Меня зовут Элизабет, и я бы хотела сегодня рассказать вам о своих январских фаворитах. В первую очередь я бы хотела начать с косметики, потому что ее я люблю больше всего. В этом месяце я испробовала вот такой вот тональный крем от Visage в цвете 201. Указано, что в нем есть увлажняющий комплекс и витамин Е. Я не знаю, правда ли это, но на моей коже он лежит отлично. Он выравнивает мне весь тон, скрывает любые покраснения, любые воспаления. У меня не шелушится от него кожа, хотя по сути она у меня более склонная к сухости. И в целом он выглядит очень хорошо и очень прилично, особенно за 300 рублей, которые он стоил, когда я купила его в Ревгоше или в Литуале. Честно, не помню. Вторым по очереди идет моя новая палетка Too Faced. Я ее тоже потом покажу. Это золотая шоколадка, очевидно, как можно увидеть по вот этому. Внутри она выглядит вот так вот. Что ж, в ней 16 цветов. Большинство из них всякие шиммеры. То есть, вот здесь буквально 4 матовых оттенка и остальные 12 блестящие. Она очень красивая, у нее отличное качество, она очень просто тушуется. И некоторые оттенки я люблю просто взять и пальцем намазать на глаза, когда куда-то опаздываю, и пойти по своим делам. И не приходится даже заморачиваться. Возможно, кому-то она может показаться слишком яркой, не все любят шиммеры для ежедневного макияжа, но меня устраивает, и это мой фаворит. И третий мой фаворит связанный с декоративной косметикой, это вот такая вот кисточка. Это Manly Pro. Это российская фирма, профессиональный бренд для визажистов. Демократичная цена, по крайней мере за такое качество точно, 750 рублей. Это многофункциональная кисть, ей можно наносить румяна, скульптор. Я наношу ей тональник, мне удобно. Тональный или BB-крема. Меня занимает где-то 1,5 минуты, чтобы растушевать все по своему лицу, без всяких следов, без полосок. Она не выпадает и ведет себя просто прекрасно. Даже маме купила такую же, ей нравится. В номере 14. Далее я бы хотела рассказать про уходовую косметику. Первой моей и главной для меня, наверное, находкой была маска I'm Sorry for My Skin. Точно в такой же упаковке, но с пивом. Эту я, кстати, пока еще не испробовала, но как только протестирую, обязательно о ней расскажу. Она идеально подтянула лицо, увлажнила, сняла отек, выровняла тон лица. У меня исчезли все воспаления, которые были на лице. И это длилось еще дня 2 или 3. То есть эффект, действительно долгий. Бывает, нанесешь какую-нибудь тканевую маску на лицо, и буквально через несколько часов лицо выглядит точно так же, как и прежде. Но от этой маски действительно виден эффект. И единственное, что расстраивает, это стоимость 330 рублей в Sephora. Но иногда можно. Мне кажется, перед каким-нибудь важным мероприятием это идеальная маска. Далее мой следующий фаворит января. Это вот такое вот гидрофильное масло Hada Labo. Гидрофильное масло для того, чтобы смывать макияж. То есть, получается, я нажимаю вот на эту вот помпу 1 или 2 раза, размазываю по сухим рукам, а затем растираю по сухому лицу. И потом я все это смываю теплой водичкой, вуаля, у меня на лице нет косметики. Затем я протираю тоником, чтобы на всякий случай очистить от остатков. Но смывает просто идеально, и у меня, конечно, его уже вот столько вот осталось, потому что я им слишком много пользуюсь.
Это очень удобно, особенно когда приходишь домой и лень заморачиваться, и просто делаешь вот так. И все, вуаля. Далее я, пожалуй, расскажу про вот такую вот сыворотку. Ordinary — это салициловая кислота 2%. Салициловая кислота очень хорошо проникает в глубокие слои кожи, и мне достаточно ее нанести один раз на ночь, и на следующее утро я просыпаюсь, и я понимаю, что у меня лицо выровнялось, что у меня все мои прыщики, если они есть, стали меньше или вообще исчезли. Это волшебная вещь, я ни зачем никогда не замечала настолько быстрого и качественного эффекта. Потому что, когда я была младше, у меня часто появлялись прыщи на коже, и я всеми силами пыталась от них избавляться, но ничего не выходило. С этой же сывороткой у меня прыщи проходят за 1, максимум 2 дня. Что ж, еще в этом январе я была в Золотом Яблоке в Москве и купила вот такую вот маску Кафе Мими. Это маска для лица с витаминами. Здесь указаны витамины В3, В5, В6, В7 и С. То есть, достаточно много. Она стоила 170 рублей за 110 миллилитров. Это очень дешево. Вот. Когда я наношу ее на лицо, на чистую кожу, я держу ее минут 20-30, бывает дольше могу, если забуду. И затем смываю, и я смотрю на свое лицо. Во-первых, оно очень мягкое. Во-вторых, опять же, воспаления исчезают. Кожа увлажненная, кожа приятная на ощупь, подтянутая. Если есть какие-нибудь мимические морщинки, они все подтягиваются. Мне почти нет, все хорошо. Но моя подруга, она очень радовалась находке этой маски, потому что у нее подтягиваются все морщины, и эффект длится несколько дней. Еще она поделилась лайфхаком, она наносит ее на шею, и все, кольца Венеры исчезают и тоже не появляются минимум несколько дней. Дальше я хочу рассказать про свои любимые патчи под глаза. Это вот такие вот розовые патчи из подружки за 500 рублей. Здесь их 16 штук, то есть 8 пар. Они с винным экстрактом, и они скорее для увлажнения. У меня нет такой проблемы, как отеки, потому что я почти никогда не отекаю, это бывает крайне редко. Мне повезло. Тьфу-тьфу. Вот. Так что я покупаю патчи исключительно для увлажнения и для того, чтобы вот здесь вот маленькие мимические морщинки под глазами исчезали. Собственно, патчи прекрасно справляются со своей работой, и обычно я держу их в холодильнике, то есть если вдруг я отеку, то они меня спасают. И, наконец, тоже одна из моих самых любимых вещей. И в этом месяце, и в декабре, и уже, наверное, начиная с середины ноября, это вот такой вот крем Embryolisse. Он был куплен мною в аптеке в Париже. Я, честно, не помню за сколько, может быть, где-то за 10 евро, то есть рублей 700 с копейками. Это не очень дорого. Я очень много слышала хвалебных отзывов на него от всяких иностранных блогеров, от французских блогеров, от американских, от английских. Все любят этот крем. И мне было очень интересно узнать и посмотреть, что же это за крем такой. Обычно зимой у меня очень-очень-очень сухая кожа, наверное, как у большинства из нас. И мне действительно повезло с тем, что я его нашла в аптеке, потому что вот он у меня уже почти закончился, осталось совсем мало. Он действительно спас мое лицо и продолжает спасать от всех шелушений, от раздражений, от сухости, от всего. Я наношу его 2 раза в день, утром и на ночь. И несколько раз я наносила его как увлажняющую маску для лица, потому что у него 3 способа применения.
Первое, как база под макияж, что я делаю утром. Второе, как увлажняющая маска для лица, то есть просто жирным слоем на все лицо. Ну и третий, как увлажняющий крем. Вот так вот. Со всеми тремя он идеально справляется, со всеми тремя задачами. Далее я расскажу не о косметике, но таких вещей мало, так что это уже мы приближаемся к концу. Я очень люблю свечи Bath and Body Works. У меня их, наверное, около 30 штук только в моей комнате. Еще по дому они где-то спрятаны, запрятаны. И, в целом вся моя семья их любит, потому что у них нереально крутой запах. Они очень приятно пахнут, очень долго, очень сильно. И в целом запахов очень много разных в этой линейке. У них несколько линеек. И запахов просто миллион на любой вкус. Я была в этом январе в Москве и купила себе 4 свечи в этом магазине. И вот 2 мои самые любимые из них. Ладно, те 2 просто еще не попробовала, если честно. Одна с запахом Campfire Donut, и она пахнет просто восхитительно. Она пахнет настоящими пончиками, такой теплый запах, сладкий, очень приятный. А вторая это Cinnamon Caramel Swirl, то есть корица, карамель, корица и карамель, в общем. Опять же, запах очень приятный, немного пряный за счет корицы. Это божественно, когда ко мне приходят друзья в гости, и у меня до их прихода была зажжена одна из этих свечей. Меня все спрашивают, ела ли я печенье, или, может быть, я готовила какой-то торт или еще что-то. Но на самом деле просто мой секрет вот в этом. И последняя вещь из моих фаворитов в этом месяце. Это вот такой вот планер от Бандо. Вот так вот он красивенько переливается. Я все сниму поближе. На 2019 год. Он очень удобный, он очень красиво выполнен изнутри. Вот тут вот у меня какой-то плакатик. И потом у меня уже идут всякие праздники, календари. И вот, например, мат. Вот такая вот раскладка мата. Далее идет календарь на весь мат, крупный. И потом страничка для всяких заметок. А потом уже идет раскладка по неделям. То есть вот, например, понедельник, вторник, среда и так далее. Получается, можно писать свои дела. Например, главные вещи, например, чей-то день рождения можно написать на раскладке календарной, а потом уже мелкие дела писать на неделю, например, поход к стоматологу или еще что-то в этом духе. Вот. Пока я снимала видео, на улице уже стемнело, но я рассказала почти про все, кроме самой последней вещи, честное слово. Это сериал «You», который вышел на Netflix. И мне кажется, сейчас абсолютно все о нем говорят, потому что он действительно очень крутой. Это сериал про красивого и умного, начитанного маньяка, который встречает девушку и влюбляется в нее, но влюбляется в нее своим больным каким-то способом. Он начинает за ней следить, сталкерить, следить за ее друзьями, делать много всяких плохих вещей. Посмотрите обязательно этот сериал, он очень крутой, он очень затягивает, там всего 10 серий, но первый сезон окончен и уже обещают снять второй сезон по книге автора, по книге которого сняли первый сезон, но уже по другой, опять же, книге. Вот, сериал восхитительный, он очень интересный, он очень красиво снят, там очень красивый свет, и очень красивые актеры. В главной роли Дэн Хамфри, сплетницы. Вот, а сейчас я покажу вам просто, как на улице уже сейчас. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте обязательно ваши пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и ждите выпуска новых видео. И я обязательно буду их записывать и выкладывать. Я очень старалась. Надеюсь, вам понравится. Всем пока. Спасибо.